Всем привет! Знаете, какой первый гаджет Apple в 2019 году? Это чехол со встроенной батареей, фирменный Smart Battery Case для iPhone 10s, 10s Max и 10R. Для обычной десятки не выпустили, к сожалению, но подходит от 10s, правда. Камера сзади немного не сходится, плюс, когда вставляешь, он говорит, что аксессуар не поддерживается. Но свою прямую функцию выполняет, то есть заряжает смартфон. Сегодня мы посмотрим, что это такое, и ответим на самый главный вопрос. А зачем оно вообще надо? То есть вопрос не в деньгах, стоит ли покупать. Мы потестировали и знаем ответ. Аксессуар появился на сайте производителя 16 января, а через неделю его начали получать первые покупатели, вот и мы получили. Но учитывайте, сейчас в России забрать его нельзя. Те, кто сделали предзаказ как раз-таки неделю назад, получат его только через несколько дней, ну а все остальные через несколько недель. Мы, как обычно, брали через Big Geek. У ребят всегда все самое первое, новинки Apple, аксессуары и гаджеты, так что обращайтесь к ним и берите там. Чехол этот уже есть. Официальная стоимость новинки в России 11 176 рублей, в США чуть подешевле, около 8,5 тысяч. Конечно, дорого, стоит как бюджетный смартфон. Как твой Xiaomi примерно стоит. Но если вы можете позволить себе iPhone за 100 тысяч, то почему чехол, так еще и с батареей, должен стоить 500 рублей? За 500 рублей можно себе прозрачный силиконовый китайский чехол на iPhone 10R купить. А здесь, будьте добры, выложите крупную сумму. Давайте распакуем. Доступно две версии. Белая и, как у нас, черная. Еще ожидается версия красная, то есть Product Red, как была для 7-го iPhone. Возможно, не будет, но мы надеемся. В любом случае, черная самая практичная, потому что потертости и грязь на ней будет видно меньше всего, с одной стороны. Но с другой стороны, на ней больше всего видно пыль. И, конечно, она собирает ее на ура. Что вообще есть в комплекте? А в целом-то помимо чехла ничего и нет. Только инструкции для тех, кто в танке. Могли бы на самом деле и Lightning сюда положить за такую цену. И яблочек с наклейками, к сожалению, тоже найти я не могу. В общем, в комплекте ничего интересного нет, поэтому давайте уберем, уже посмотрим на сам чехол. Он такой же, как и был раньше для iPhone 7 и 6s. Soft-touch материал, но не такой стрёмный, как был. То есть, если раньше был горб, сейчас он более-менее монолитный. Плюс снизу нет никакого отступа, как это было раньше, а это несомненный плюс. Сверху чехол отгибается, соответственно, так телефон в него и вставляется. Давайте попробуем. У меня версия для iPhone 10s Max. Отгибаем, вставляем. Красота, удобно. Кстати, не такой уж и громоздкий, отлично лежит в руке. А я напомню, что Apple впервые сделали такой чехол для плюс-версии, в данный момент для Max-версии. В целом, мне нравится. Надо еще отметить, что внутри у нас мягкий материал, который не позволяет айфону царапаться, а еще есть диод уведомлений. Если вы заряжаете чехол отдельно, можно контролировать процесс. Красный диод заряжается, зеленый уже зарядился. Прежде чем расскажу вам про зарядку, обратим внимание еще на две вещи. Снизу находится Lightning разъем, а также дырки для динамика и микрофона. Теперь про зарядку. Как заряжается чехол? Первый способ стандартный. Берем обычный Lightning, берем обычный зарядник, вставляем и очень долго ждем. Второй способ более приятный – это беспроводная зарядка. В чехле есть свой собственный модуль Qi, соответственно, он может заряжаться отдельно от iPhone. Если у вас есть беспроводная зарядка, мы просто ее ставим, кладем чехол, и он начинает заряжаться. Видите, даже лампочка загорелась. Отлично и удобно. Есть еще и третий вариант, тоже проводной, но в отличие от двух первых, он намного лучше и эффективнее. Для этого нам понадобится кабель Lightning Type-C, который придется за большие деньги купить отдельно. И примерно вот такой адаптер от MacBook 12 на 29 Вт. Можно использовать и другое зарядное устройство. Главное, чтобы поддерживало Power Delivery с мощностью от 18 до 87 Вт. Подключаем таким макаром телефон и чехол, и одновременно получаем зарядку и телефона, и чехла. Почему одновременно? Потому что если вы заряжаете стандартным способом, то сначала восполняет энергию телефон, когда доходит до 80%, уже заряжается чехол. А здесь и то, и другое, плюс за 30 минут 50%. Очень удобно, когда встал, ни то, ни другое не заряжено, а тебе уходить или лететь куда-нибудь в Таиланд рыбок ловить. Не забываем и про магию Apple. Когда вставляем телефон в чехол, видим, что он заряжается. А вот когда вставляем зарядник непосредственно в чехол, видим, что заряжается и чехол, и телефон. Плюс в виджете элементы питания можно увидеть, насколько заряжен Smart Battery Case. Что по поводу объема встроенного аккумулятора? Внутри чехла написано, что оно составляет 1369 мАч. Всего. В чехле для iPhone 7, к примеру, находилась батарея емкостью 2365 мАч, а для iPhone 6s 1877. После этого MacRumors опубликовали материал о том, что здесь две батареи внутри, и если они две и одинаковые, то общий объем составляет где-то 3000 мАч. Это уже неплохо. Короче, непонятно, как поступили Apple. Возможно, они просто увеличили мощность батареи, учитывая, что она маленькая.
маленькая, как в ноутбуках. То есть там батарейки сравнительно небольшие, а держат они по 10-12 часов. Вообще, если посмотрим на ватты, то сейчас этот показатель 10,1. В чехле для iPhone 7 было 9 Вт, а для 6s всего 7 Вт. Короче, вопрос неоднозначный и сложный. У нас есть только официальные цифры от Apple. И что в итоге? Какой личный опыт? 10s Max у меня живет при моем режиме использования от 10 утра до 10 вечера, без чехла. С чехлом получается где-то 2 дня работы, то есть с 10 утра до 7 вечера следующего дня. Это очень неплохо, учитывая, если ты любитель повтыкать в игры, ютубчик и твиттер. Ну и частенько так бывает, что вечером забыл телефон поставить на зарядку. С утра встал, а он разряжен. Что делаем? Берем Powerbank и едем на работу. А здесь ты просто взял чехол, надел, пошел, все отлично. Пусть он всегда лежит на беспроводной зарядке, когда надо взял. Либо в сумку кинул также, достал, надел. В общем, по мне идеальный сценарий. Ну и нет смысла обсуждать, стоит ли покупать. Если ты владелец 10s или 10s Max или 10R и тебе не хватает встроенной батареи, то, конечно, стоит. Есть сторонние производители, которые делают чехлы-аккумуляторы, но из всех доступных этот лучший вариант. И отвечая на заданный в начале вопрос, а надо ли это вообще? Ну, скажу так, заявленные цифры отрабатывают, поэтому покупайте, если нужно. Друзья, надеюсь, вам нравится, что мы чаще стали выкладывать видео, поэтому делитесь этим с друзьями, иначе для кого мы работаем. И не забудьте поставить лайкос. Макс до 25. Макс до 25. Макс до 25.